Привет! Меня зовут Светлана, и на моем канале очередной спецвыпуск. Дело в том, что на канале Леся из Сказочного Леса был объявлен автором канала Лесей осенний челлендж, в котором Леся пригласила всех принять участие. Условия челленджа простые: показать осенние старты, осенние вышивки, наборы, возможно, что-то уже вышитые, какие-то осенние картины. Одним словом, непременное условие – это должно быть посвящено осени, осеннее. Но из всего вышеперечисленного у меня осеннее только, друзья, настроение. Поэтому принять участие в челлендже непосредственно я не могу. Ну, нет у меня на сегодняшний день, да, наборов или уже готовых картин с осенними сюжетами. Но поддержать Лесин челлендж осенний мне бы хотелось. Еще хочу пошуршать вам осенней опавшей листвой. Ну как не пошуршать? Такие красивые листья. Клен облетел. Вот он, красавчик. Вот он. И вот все усыпано кленовыми золотыми листочками. Вот они красивые какие. Вот такая осень. Красавица. А я люблю эту пору. Ну все, иду дальше. На днях многие будут праздновать осенний праздник 31 октября, Хэллоуин. Многие, конечно, его не празднуют, но многие, снова так повторюсь, что любят вышивать сюжеты на хэллоуинскую тему. Она яркая, интересная, загадочная. Непременный атрибут Хэллоуина – черный кот. А многие знают, что я хозяйка, у меня есть любимец, черный кот, Мейн-кун Алмаз. Раньше мы частенько принимали участие в выставках котов. И вот на одной из выставок, по-моему, в Харькове это было, нам присвоили номер 13. Да, очень посетителям было интересно, все фотографировали такой черный кот большой, номер 13. И вот как-то мне нужно было ненадолго отлучиться, и я попросила соседку присмотреть за моим питомцем, любимцем. И на ее вопрос, что отвечать посетителям, я говорю, ну, скажешь, пошла полетать. Ну и возвращаясь назад, я вспомнила, что мы там принимали пищу, в общем, накрышили, необходимо было подмести. Веник оказался с длинной ручкой, такие сейчас вот и совочки с длинной ручкой есть. Ну, совочка я тогда не нашла, а веник с длинной ручкой был. И вот я его взяла и иду к своему, возвращаюсь к месту. Подхожу ближе и слышу, все улыбаются, посетители фотографируют, смотрят. Вот думаю, ну что там такое? И она таким жестом указывает на меня с метлой, так сказать. Она, вот я же вам говорила. Оказывается, они спрашивали, где хозяйка, узнать что-то, уточнить. И она, как я, полетать. И тут я возвращаюсь с метлой, да. Вот, ну, в общем, одним словом. После того, как навела там порядок, решила метлу не уносить, а так и поставила ее рядом с клеткой. И получилось очень интересно.
Посетителям крайне было интересно, нравилось фотографировать большой кот черный, номер 13, метла. В общем, одним словом, казалось, как будто бы это было все задумано заранее, продумано. Но получилось вот так спонтанно, было интересно. Да, но вернемся к празднику, да, который будет на днях 31 октября, Хэллоуину. Откуда взялся Хэллоуин? Привидения, гоблины и ведьмы, вампиры, колдуны и демоны. Странное смешение языческих обычаев, религиозных традиций и пугающих суеверий. Нет в мире больше ни одного праздника, подобного Хэллоуин. Хэллоуин – это вечер, когда можно представить, что все эти духи и привидения действительно существуют, хотя всерьез их никто не боится. Но что бы ни делали люди на Хэллоуин, как бы ни смеялись они над суевериями, а много ли найдется желающих прогуляться в хэллоуинскую ночь в одиночку по кладбищу? Кто-то из нас опасается черных кошек, кто-то верит в другие приметы. Так, на всякий случай. А что если? История Хэллоуин началась 2000 лет назад, когда кельтские племена жили на территории нынешней Англии, Ирландии, Уэльса, Шотландии и Северной Франции. Вечером 31 октября и весь день 1 ноября они чествовали Бога мертвых, в воле которого находились души людей после их смерти. Они верили также, что 31 октября этот Бог собирает души всех умерших в прошедшем году. Чтобы отплатить за их грехи, он поселяет души в оболочку животных, какие куда зависит от самих грехов. Кроме того, кельты поклонялись и богу солнца. Чтобы солнце было их добрым союзником и содействовало богатому урожаю на следующий год, а также для того, чтобы помочь укрепить силу солнца для его грядущей борьбы с холодной зимой и темными силами, кельты зажигали огромные костры на холмах и устраивали щедрые жертвоприношения богу солнца 1 ноября. Этот день был началом Нового года по кельтскому календарю. Примерно в то же самое время 1 ноября в Древнем Риме устраивались празднества в честь богини плодородия Помоны. Она изображалась в образе прекрасной девушки с плодами в руках, в короне из яблок на голове. Римляне устраивали различные игры и конные скачки в это время, танцевали, щедро угощались яблоками и орехами. Когда же римляне завоевали племена кельтов на территории современной Франции, они принесли с собой и свои обычаи. Таким образом, фестиваль в честь Помоны и кельтские традиции перемешались, и результатом стал большой осенний праздник, который продолжали праздновать 1 ноября. В средние века на 1 ноября был назначен День всех святых. В этот день чествовались все святые, не имевшие своих специальных дней в течение года. Церковь не случайно выбрала для этого праздника 1 ноября. Таким образом, она надеялась покончить с языческими ритуалами и традициями, которые пришли из древности. Но как бы ни хотелось церковникам, чтобы древние традиции канули в лету, они остались. Люди во многих странах продолжают устраивать праздник в канун Дня всех святых. Он стал известен как Хэллоуин. В то время как 1 ноября стал днем для религиозных мыслей и службы в церкви,
вечер накануне продолжал оставаться временем, предназначенным для магии и суеверий. Считалось, что в канун Дня всех святых все силы зла, ведьмы, колдуны, гоблины, демоны и другая нечисть во главе с самым дьяволом собираются вместе для того, чтобы устроить всяческие бесчинства и как-нибудь навредить в преддверии праздника. В каждой стране существовало определенное место сбора нечистой силы. Арденский лес во Франции, гора Брокен в Германии, Блоксберг в Швеции, а в Англии каждое разрушенное аббатство, руины старой церкви или памятника могли служить им местом сбора. Таким образом, Хэллоуин сочетает в себе многие традиции религиозных обрядов Дня всех святых и языческих обычаев, сохранившихся со времен древних кельтов и римлян. От первых пошло почитание умерших и их духов. От праздника Помоны остались яблоки, орехи и другие символы богатого урожая. А от кельтов – гоблины, магия, гадания и предсказания будущего, черные коты и злые духи. Сейчас это не религиозный праздник, а время повеселиться и посмеяться над суевериями. В наши дни в Канаде, да и во многих других странах вечер 31 октября для миллионов детей означает вот что. Дети и подростки, одетые в костюмы и плащи, маски и парики ведьм, привидений, вампиров и других очень или не очень страшных персонажей, ходят от дома к дому по соседству и получают от хозяев разные сладости, конфеты, складывая их в свои мешки. При этом они спрашивают хозяина, открывшего дверь: «Жизнь или кошелек?» То есть, если хозяин не даст им что-нибудь, они сыграют с ним злую шутку. Часто во дворах на крыльце или на подоконниках во многих домах можно увидеть тыквы с вырезанными глазами и ртом, внутри которых горит свечка. Эти тыквы могут быть чуть пострашнее или чуть посмешнее, в зависимости от желания владельца. Они могут быть и пластиковые, и настоящие, тыквенные. Продаются даже специальные ножи для вырезания по тыкве. Если хочешь получить удовольствие от самого процесса вырезания, так на здоровье. Эти тыквы тоже имеют свою историю. Давным-давно жил довольно-таки противный человек по имени Джек. И вот однажды повстречался он с самим дьяволом и понял, что тот пришел за его душой, так как он сам понимал, что место его душе как раз у дьявола. Прошли они вместе по дороге и увидели яблоню со спелыми яблоками. Джек притворился, что ему хочется попробовать яблок, и уговорил дьявола полезть за ним на дерево, а сам его подсадил, потому что яблоки висели довольно высоко. И вот когда тот сидел на дереве, Джек коварно выхватил из кармана свой нож и вырезал на стволе яблони крест, которого, как известно, дьявол боится больше всего на свете. Таким образом, дьявол не мог слезть с дерева. «Помоги мне слезть, и я обещаю 10 лет не забирать твою душу», — взмолился тот. Но Джек нагло предложил ему свою помощь взамен того, что он не заберет ее никогда. Дьявол был вынужден согласиться. Не сидеть же ему на дереве во веки веков. Но Джек просчитался. Все равно пришло время ему умирать. И еще до следующего Хэллоуина он сыграл в ящик.
и его душе надо было куда-то деваться. Учитывая его многочисленные грехи, в рай дорога его душе была закрыта, и тогда он был вынужден обратиться к дьяволу. Но тот, увидев его, закричал: «Убирайся! Ты подло обманул меня, вынудив пообещать никогда не забирать твою душу. И я собираюсь хранить мое обещание. Ты не можешь войти в ад». «Но куда же мне деваться?» – спросил несчастный Джек. «Убирайся туда, откуда пришел», – был ответ. «Но как же я смогу найти дорогу в такой кромешной темноте?» – вскричал бедняга. Тогда дьявол зачерпнул из самого адского пекла горсть углей и швырнул ее Джеку. Джек поймал угли и высыпал их внутрь репы, которую он в этот трагический момент грыз. Вот с этим-то импровизированным фонарем и пошел он бродить по свету в поисках пристанища для своей грешной души. Такая странная легенда и положила начало существованию этих обрядов, которые в Хэллоуин можно увидеть довольно часто. А так как тыкв в это время как раз самый урожай, да и выглядит тыква не в пример симпатичнее какой-то репы, она и была выбрана для этой цели довольно удачно. Вот так, друзья, вот такой Хэллоуин. Ну вот, друзья, ставьте лайки, дизлайки, поддерживайте Лесю из сказочного леса, записывайте челленджи. Очень интересно будет посмотреть на ваши наборчики, вышивки осенние. Я желаю всем мира, здоровья и всякого благополучия. Встретимся в следующем видео. А пока-пока.